Беспроводные наушники с минималистичным дизайном, очень интересным боксом, который, к слову, можно использовать либо как игрушку, либо как игрушку антистресс. Вдобавок, производитель позиционирует эти наушники как игровые, так как на борту есть игровой режим с задержкой до 45 миллисекунд, по заявлению производителя. Помимо вышеперечисленного можно отметить регулировку громкости прямо с наушников, хорошую посадку и качественное звучание. Но как же на самом деле дела обстоят у наушников под названием Lenovo ThinkPlus LivePods LP60, я расскажу вам сейчас в ролике. Полетели! Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня. Очень сильно всегда интересуют гаджеты, портативные, особенно всякие наушники. Почему? Потому что, наверное, обзоров сотни 4 у меня было на них. Это супер дешевые, мега простые и если работающие, то это просто отлично. Наушники от Lenovo, коробка у них стоит, наверное, как половина их стоимости. Почему? Потому что они нереально выгодные, я аж заикаюсь. Здесь у нас что обещают внутри, даже что-то помимо коробки будет. 300 мАч емкость бокса, 35 мАч емкость батареи самих наушников. Обещают 3 часа работы наушников, заряжаются они 1,5 часа. И по большому счету есть еще у нас обещание того, что они удобные. Просто радуйтесь, что здесь написано LivePods LP60. И я буду радоваться, если я это дело вскрою, и там окажутся наушники. В принципе, в другом варианте развития событий вряд ли бы увидели этот обзор. Я же не буду выгружать обзор на пустую коробку. 34 есть. Есть! Обзор будет рано или поздно, вопреки всему, несмотря ни на что. У нас здесь документация. Прямо вагон. Нужно было еще на одни наушники потратиться им. И все на китайском языке с стороны, с которой я смотрел. А с этой стороны все на русском языке. Это хорошо. Вот так вот все стильненько. И я не шучу. Ощущения, кстати, не дешмана. Они меня пугают. То есть это металлическая штуковина, внутри пластик. Все красиво крутится. Люфт лютый, но все равно. Внутри наушники, при том, что самое классное, амбушюры сразу выскочили. Будем считать, что они их и не надевали. Металлическая сетка у звуковода. Очень несимпатичная по мне оборка вот эта вот. С одной стороны, с другой стороны, ну так делали. Сейчас уже мало кто делает. Они довольно габаритные. Это кажется, что они маленькие. До этого я SoundPeats R3 тестировал, и они были прямо мини. В ушах в целом сидят удобно, хотя бывало и лучше, но опять же нужно подбирать амбушюры и нужно носить еще. До того, как я вынесу свой вердикт. Следующий момент. Ох, запах химии пошел отовсюду. Сначала, как говорится, Саня, чего ты принюхиваешься? Здесь принюхиваться не надо. Я специально не стал ароматы Китая пытаться поймать. Они меня сами поймали при распаковке. Но, правда, видите, через целую где-то минуту-полторы. Амбушюры силиконовые. Подача ужасна, как у всех, у большинства, скажем так. Но в то же время, ну, они приятненькие такие. Хотя видал лучше, но видал хуже. Но хуже редко, когда видел. Смотрим, как это дело все будет помещаться в бокс. Плюс в карму, еще раз повторяю, что здесь Type-C-шный вход для зарядки. И это хорошо. Вот этот механизм, это две вещи сразу. Первое, это дело у вас будет забиваться грязью просто на ура. Второй момент, мало того, что оно будет забиваться грязью, у вас довольно быстро сломается этот механизм, вы наиграетесь. Но, может быть и нет. Может быть я не прав, может быть вы максимально аккуратны. И в целом, учитывая их стоимость, внешне и по материалу вот этой штуковины, они мне нравятся. Пластик дешевый, сборка хорошая, идея зачетная. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Помимо этого, Соньки разыгрываю наушники в июле. И в июне разыгрываю Xiaomi OneMo. Ушки дороже десятки, так что смотрим описание и участвуем в конкурсах. Не забываем подписываться на телеграм-канал взаимопомощи, телеграм-канал скидок. Все, что нужно знать о телеграм-канале скидок, для примера, сейчас OnePlus 10 38, Redmi Note 10 Pro вчера был 12 600, ну и все подобное, учитывая, что курс на Али через Киви 60,5 рублей
за $1. Может быть, будет еще дешевле, а может и дороже. Поэтому следим и решаем, что кому нужно приобрести, смотрим через поиск. Полетели! В Алиэкспрессе приобрести данную модель можно только в черной и розовой расцветке. Дизайн интересный, но не практичный. Бокс открытого типа, что-то подобное мы уже видели у наушников компании Feel, только выглядело там это чуть-чуть поприличнее. Зарядный бокс изготовлен из металлического кольца и из матового пластикового основания. Габариты бокса составляют 64 на 22 мм, вес без наушников 38 граммов. В кармане он практически не мешается, материалы хорошие, тактильно приятные, но марки. Сборка неплохая, как для бокса открытого типа, вдобавок еще и с вращающимся основанием. На корпусе расположили краткую информацию, разъем для зарядки USB Type-C с названием производителя, LED-индикатор, магниты, удерживающие основание и два вертикальных места под наушники с двумя контактами для зарядки в каждом. Люфт у механизма небольшой, но есть. Открыть одной рукой можно его без проблем, главное наловчиться. Наушники в боксе не гуляют, чтобы вытряхнуть их из бокса, нужно постараться. Емкость аккумулятора 300 мАч, полный цикл зарядки занимает 1 час 24 минуты. Беспроводной зарядки не завезли. Наушники можно перезарядить от бокса стандартные 3 раза, с саморазрядом я столкнулся, но он здесь не критичный. Переходим к наушникам. Изготовлены уши из матового пластика, дизайн минималистичный, но из-за габаритов они явно на любителя. В размерах они 37 на 22 на 20 мм по самым объемным частям. Звуковод овальной формы и не длинный. 6,6 на 5,3 на 3,2 мм. Звуковод имеет выступ для удержания амбушюра, металлическую сеточку, за что отдельное спасибо. Вес одного наушника с амбушюрой 4 грамма. Посадка в ухе хорошая, из ушей для такого форм-фактора выпирают они, конечно, знатно. При длительной носке уши не устают, я спокойно мог прослушать музыку на протяжении 2 или более часов. Если потрясти головой, то наушники не вылетят. На корпусе расположили LED-индикаторы, которые во время воспроизведения музыки не мигают. Также есть микрофоны, контакты для зарядки, надпись Lenovo и сенсорная область. Из тапов на борту плей-пауза, переключение треков, регулировка громкости, ответ-сброс вызова, вызов голосового ассистента и включение-выключение игрового режима. Одиночное нажатие регулирует громкость, и отключить этот тап нельзя, но у меня ложных нажатий за время использования не было. На тапы наушники откликаются хорошо, и команды сопровождаются системными звуками. Кроме нажатия, включения и выключения игрового режима, оно озвучивается женским голосом на китайском языке. Летим дальше. Оснащены наушники 10-миллиметровыми динамическими драйверами. Сопротивление стандартное 32 Ома, как и частотный диапазон от 20 Гц до 20 кГц. Активное шумоподавление, режим прозрачности и остальные супердорогие плюшки здесь не завезли. Заряд наушников в шторке отображается, по одному работают, но переподключаются не бесшовно. Главное, переподключаются. Автоматически подключаются с ранее сопряженным устройством после вращения бокса. Мультипоинта, разумеется, не завезли, как и сенсоров приближения. Анимации нет. Емкость аккумулятора одного наушника 35 мАч, полный цикл зарядки занимает 1 час. Отыграли наушники по кодеку AAC на 70% громкости 2 часа 40 минут, что, конечно же, мало. Защиту от пыли и брызг производитель не указал, и топить их в воде по этой причине я не стал. Далее, приложение для обновления прошивки и так далее не предоставили, это неудивительно. Bluetooth версии 5.0 не скажу, что совсем это плохо, но уже есть версия 5.3. 5.0 неплохо, но хотелось бы лучше. Чтобы подключить их к смартфону, нужно просто прокрутить бокс, и наушники автоматически войдут в режим сопряжения. Из кодеков на борту только AAC и SBC, через одну стену не отваливались, а через 2 стены уже связь обрывалась. Задержка на YouTube при просмотре со смартфона незаметна. В играх с включенным игровым режимом, который снижает задержку до 45 миллисекунд, задержка приемлемая. Но, конечно, по итогу 45 миллисекунд мы не получаем. В лучшем случае здесь 150 миллисекунд. Для глаз задержка не сильно заметна, играть можно комфортно, если вы не профессиональный игрок в шутеры. Примеры вы сейчас увидите на экране.
Микрофоны отрабатывают неплохо, как и многие ТВС-наушники. Голос искажается, но не сильно, и перегруз особо не ощущается. При условии их использования в помещении, без посторонних звуков. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов LivePods LP60, и моя улыбка обусловлена не тем, что они сейчас отрабатывают в идеальных условиях обстановки, а даже не тем, что, скорее всего, вы меня нормально слышите, даже не тем, что мне все еще нравятся они внешне, а тем, что как только я их первый раз подключил, я начал слышать шум в левом наушнике. А самое ужасное, это коллективное. Слышу не только я. Не сильный шум. Если включаете музыку, он исчезает. Но это все, что я хотел сказать о Lenovo. Поэтому я покупаю их наушники. Их, наверное, у меня пара 8 валяется. И я их не вскрываю. Потому что каждый раз, когда я их вскрываю, я радуюсь упаковке. Пример работы микрофонов Lenovo. И это OEM. Чтобы знать, что такое OEM, смотрите мой канал. Шучу. В общем, проще говоря, лейбл есть Lenovo, это, конечно, Lenovo, но они это дело не разрабатывали, они просто на заводе выбрали, вот это им понравилось. Они подумали, что несколько тысяч этих штуковин они продадут, и в итоге выпустили. Насколько это хорошо в плане на улице, микрофоны по мне должны работать ужасно. Возможно, я надеюсь, что я ошибаюсь. Вы слышите, как они работают, я пока еще не слушал. И из интересного, да ничего не сказать. Мне вот эта штука нравится, ее крутить. Насколько ее хватит, я не знаю. Надеюсь, у вас хватит надолго, если вы вдруг решите себя удивить во всех смыслах и приобрести вот такие супер дешевые штуковины. Смотрим. Звучание. Запаса громкости достаточно. На 70% громкости прослушать музыку, как по мне, самый лучший вариант. Громче не стоит. Звучание отнесу к басхедному, так как бас массивный, и на нем стоит акцент. Средний бас в наличии, но многослойности, разумеется, по минимуму. Середина, как и верха, звучат не детально, частоты в звуке мало. Вокал, как и музыкальные инструменты, проработаны не лучшим образом. Глубина есть за счет баса. Детализация, как и сцена, меня не порадовала. Каша есть, но если выкручивать громкость выше 90%. Само звучание направлено на современную музыку. Так сказать, что оно совсем плохое, я не могу. Терпимое, учитывая стоимость. Любителям баса и качающих треков они однозначно зайдут. Из минусов: старая версия Bluetooth, нет заявленной защиты от влаги, нет датчика автопаузы, время автономной работы не радует и нет приложений. Мы все прекрасно понимаем, что основной минус, что это OEM. Кто не понимает, это не значит, что Lenovo 500 видов наушников, которые продают на Алиэкспрессе, продают сами. Они просто выбирают из кустарного производства, может быть, каким-то образом контроль качества увеличивается, ну и мы получаем, что Lenovo производит там 200 пар различных наушников, 200 часов умных, хотя по факту имеет отношение к этому делу косвенно, исключительно с точки зрения выбора. Они пошли по пути некоторых брендов российских, которые в принципе неплохо существуют, выбирая лучшее, по своему мнению, и выводя это на рынок. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, она прям очень приятная. Если промокоды смотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии. Плюс узнаете, как и есть ли сейчас возможность оплачивать через Kiwi. Чтобы вы понимали, все мы покупаем на Алиэкспрессе за доллары. Доллар у Алиэкспресса, если вы будете покупать за рубли нашей картой, 69, через Kiwi 60,5. Это сегодня. Может быть, завтра будет другой вариант какой-то развития событий. Иногда даже Kiwi дороже. Но об этом я обязательно сообщаю в телеграм-канале скидок, так что подписываемся и смотрим. Плюс я туда выкидываю эксклюзивные обзоры. Допустим, на Vivo V70 Pro Plus я выкидывал обзор только туда. Резюмирую. Lenovo ThinkPlus LivePods LP60, как по мне, не лучший вариант для покупки в 2020 году, так как за один дизайн-бокс я не могу их посоветовать. Но если вам не важно, что начинка данных наушников довольно старенькая, и в целом они внутри как наушники, которые выпускали около 2-3 лет назад, только за адекватный ценник, как интересный девайс можно приобрести. Не забываем подписаться на канал, писать в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть на обзоре. Девайсу скромное да, и добра и удачи вам, дорогие друзья.